Всем привет! Давайте разберем, как устранить ошибку, что некоторыми параметрами управляет ваша организация Windows 10 и Windows 11. То есть данная ошибка может появляться в центре обновления Windows, в антивируснике Microsoft Defender, в параметрах персонализации, на экране блокировки. В общем, проблема может звучать также по-разному, но управляются настройки параметрами ваша организация. Виновником данной ошибки в большинстве случаев является использование КМС Авто, пиратской утилитой, которую я не рекомендую никогда пользоваться, так как там 80% вирусный. Помимо этого, это могут быть такие утилиты по отключению защитника Windows, могут создавать такие проблемы, утилиты для отключения обновления Windows 10 или Windows 1 и также могут создавать данные проблемы. Смотрите тайминг-коды под видео в описании, чтобы было удобно способы переключать. Ссылка на текстовую инструкцию также в описании под видео, чтобы вы с легкостью могли копировать и вставлять команды, потому что их будет достаточно много. Значит, погнали. В первую очередь выключите и отключите диагностические данные Windows 10 и Windows 11, в зависимости, как они включены или отключены. Открываем параметры, переходим к конфиденциальности и защита. Windows 10 точно так же конфиденциальность, диагностика и отзывы. Значит, здесь мы, вот у меня уже ползунок, это я реестр менял, когда инструкцию писал. Значит, отключаем или включаем, в зависимости от того, и перезагружаем компьютер и смотрим, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, то отредактируем уведомление через реестр. Нажимаем Windows R, пишем regedit, чтобы открыть редактор реестра, нажимаем ОК. В редакторе реестра переходим по следующему пути, который можете скопировать и вставить на сайте, или слева перейти по веткам. Значит, последняя ветка версия, и здесь будет, у вас не будет данного параметра. Значит, чтобы создать данный параметр, нажимаем правой кнопкой мыши «Создать раздел». Называем данный раздел Push Notification. Я уже его создал, поэтому вот нужно создать такой раздел. Далее нажимаем правой кнопкой мыши по пустому полю справа, нажимаем «Создать параметр DWORD32». Называем данный параметр вот таким именем Notesk Application Notification. И задаем значение 0. Дважды нажимаем по нему и задаем значение 0. Надо было перед записью удалить данные, что я делал, но ладно. То есть разобрались, создаем с таким именем и значением 0. После этого перезагружаемся, перезагрузок будет много, но ничего не поделаешь. Смотрим, устранена ли проблема. Так, давайте я удалю. Значит, если проблема не устранена, можете также удалить данный параметр, так как он не помогает. Отредактируем значение Windows Update Server, то есть удалим. Переходим, значит, по следующему пути, Microsoft Windows Update, и справа видим VU Server, то есть Windows Update Server. Если оно есть, нажимаем правой кнопкой мыши и удалить. После этого перезагружаем компьютер, переходим в центр обновления и смотрим, устранена ли проблема. Значит, если проблема не устранена, и вы используете Windows 10 Pro Enterprise и выше, то есть Windows 10 Pro, то проверим групповые политики. Пишем групповые политики в поиске. Так, изменение групповых политик. Далее переходим к конфигурации пользователя, административные шаблоны, меню «Пуск панели». Так, задач, уведомления. И здесь, давайте я стандартный нажму, и здесь отключить всплывающие уведомления. Здесь, смотрите, нажимаем «Включить», нажимаем «Применить», ОК. Нажимаем «Отключить», «Применить», ОК. Нажимаем опять «Включить», «Применить», ОК. Смотрим, устранена проблема. Если проблема не устранена, нажимаем «Отключено», «Применить», ОК. Смотрим, убралась ли надпись, что некоторыми параметрами управляет ваша организация. Если нет, нажимаем «Не задано», «Применить», ОК. И следующим способом отключим, точнее включим телеметрию. Для этого нажимаем Windows R, пишем снова regedit. В редакторе реестра переходим
по следующему пути. Data Collection. Смотрим справа пусто, что означает не густо. Нажимаем правой кнопкой мыши «Создать параметр TWord», то есть 2 бит. Называем allow в телеметрии. Нажимаем дважды, задаем значение 1. Не закрываем и не перезагружаемся. Далее нужно проверить службу. Нажимаем Windows R. Нажимаем, пишем service.msi, нажимаем ОК. И нам нужна служба функциональные возможности для подключенных пользователей. То есть в самом низу F. Так. Вот функциональные возможности для подключения пользователей и телеметрии. Нажимаем дважды. Если тип запуска должен стоять автоматически, если она у вас работает, состояние, да, нажимаем остановить все равно. Нажимаем запустить, чтобы перезапустить службу, если она подвисла. Нажимаем применить. Окей. Не забудьте, что автоматически должна быть. Не отложенный, не вручную, не отключено, а автоматически. Значит, после этого перезагружаемся и смотрим, устранена ли проблема. И если проблема не устранена, зайдите обратно в данную ветку реестра, где создавали allow в телеметрии, и удалите данный параметр, чтобы он не мешал нам в дальнейшем способом. Закрываем все. И далее сбросим групповые политики по умолчанию. Если это Windows 10 Pro и выше, нажимаем, значит, запускаем командную строку от имени администратора, пишем в поиске CMD, нажимаем правой кнопкой мыши, запуск от имени администратора. В командную строку задаем следующую команду, которая сбросит групповые политики по умолчанию, после чего перезагрузитесь и посмотрите, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, то мы сбросим данные групповые политики, особенно это касается Windows 10 Home в домашней, так как там нет групповых политик. То есть это подойдет и для Pro, и для Home, и для Enterprise, и для учреждений. То есть задаем следующие команды, смотрите, запускаем командную строку и пишем команды по порядку. Вводим, значит, данные команды по одной. То есть одну ввели, нажали Enter, следующую ввели, нажали Enter. Значит, после этого также перезагружаем компьютер и смотрим, устранена ли проблема. Значит, если проблема не устранена, то нужно восстановить параметры реестра по умолчанию, то есть как они должны быть. То есть также, смотрите, я на сайте сделал восстановление параметров реестра, можете скачать rec-файл, который дважды с Яндекс.Диска, я его туда закинул. Скачайте, дважды по нему нажмете, и данные параметры автоматически внесутся в реестр. Вот что изменится в реестре, я также написал. Все прозрачно, чисто, никаких там других изменений нету, только технические для Windows. Также данный rec-файл вы можете открыть при помощи блокнота и убедиться, что там нет ничего такого. Поэтому сравнивайте всегда то, что у меня на сайте, и скачанный rec-файл, и скачивайте его именно отсюда. Так что если вы скачаете другой rec-файл с другого сайта, тут я уже ни за что не могу отвечать. Значит, если восстановление реестра не помогло, есть такая программа Windows Update Minital. Она мне помогла, вы ее в интернете скачаете с сайта, я вот картинку помогу, у меня была данная проблема, и именно данная программа именно мне помогла. Я ее запустил, нажал обновить, выбрал автоматически обновление, и все, и проблема устранилась. Помимо этого, давайте, как она называется, чтобы вы знали официальный сайт, как называется. Просто в Google вбиваете. Вот, WinPro, неофициальный сайт, WinPro. Так, в общем, скачивайте данную программу, в Яндексе ищите, официальный сайт пишите и скачайте. Не буду тратить время на это, потому что бессмысленно, как показывать, скачивать программы. Значит, по картинке я показал, как это сделать. Значит, следующим шагом является тот, что вы использовали КМС Авто. Удалите КМС Авто, если это возможно, но, как показывает практика, КМС Авто, если он вредоносный, вы уже никогда не удалите. Там могут быть и майнеры, и другие угрозы. Проверьте компьютер в этом случае отличным сканером,
клинер, который удаляет вредоносное ПО. Он бесплатный, вы его просто скачали, установили, проверили, удалили все, что он нашел. После этого зайдите на сайт Hitman Pro, также антивирусный сканер, Cookie, и скачиваете программу, которая облачно сканирует всеми популярными антивирусами и удаляет также все известные угрозы, чтобы устранить КМС Авто, если причина в этом. Помимо этого, попробуйте создать локальную учетную запись администратора или создать учетную запись Microsoft. То есть переходите в учетные записи и далее здесь уже создаете вот ваши данные. Это ваша текущая будет учетная запись управления текущими. И чтобы создать другую, нужно выбрать другие пользователи. То есть создаете другого пользователя, смотрите администратор, изменить. Вот вы создали, вот добавить учетную запись, вы создали локальную учетную запись, далее нажимаете изменить тип учетной записи и делаете администратором учетную запись. Входите под той учетной записи и смотрите, устранена ли проблема. Если проблема устранена с другой учетной записи, то это 100% связано с пиратской активацией КМС Авто, так как вы активировали КМС Авто при помощи своего аккаунта Microsoft, где имеется вот почтовый ящик, не локальной учетной записи, а Microsoft. В этом случае вам нужна другая активация. В этом случае я рекомендую вам начисто переустановить Windows, если вирусы найдены, не удаляются, и КМС Авто еще мозг парит, имеются процессы в диспетчере задач КМС Авто, то нужно переустановить Windows начисто. Это мой вам совет. Чтобы активировать Windows, можно воспользоваться предустановочными ключами бесплатно. Это все в телеграм-канале, вступайте в чат, там все вам расскажут, там хорошие, добрые люди, я помогу, если что. Такими вот методами нехитрыми можно было исправить, когда появляется проблема, что некоторыми параметрами управляет ваша организация Windows 10 и Windows 11. Подписывайтесь на канал. Всем пока.